Привет! Это видео о том, где я на протяжении 30 дней выполнял 550 отжиманий каждый день. Сразу говорю, это было очень трудно, с некоторыми моментами, переездами, командировками, частой нехваткой времени. В общем, уйма прелестей взрослой жизни, которые не дают тебе тренироваться. Но все же я довел дело до конца. Результат, честно говоря, меня удивил. Серьезно, я не ожидал такого. Поэтому можешь заколотить себе протеиновый коктейльчик, присаживайся и приятного просмотра. Зачем я бросил себе этот вызов? Сейчас у меня такой этап жизни, как в том фильме «В погоне за счастьем». Поток бесконечных дел подхватывает меня с самого утра. Этот поток, будто сильное течение реки, проносит меня сквозь весь день. И каждый день, падая уставший на кровать, я понимаю, что я ничего не сделал из того, что должен делать для своего физического и умственного развития. Мы либо развиваемся, либо деградируем, среднего не дано. И эта истина, будто отцовский подзатыльник, каждый вечер приводила меня в чувство. И я понимал, что надо что-то менять. И вот я выбрал отжимания, потому что их можно выполнять в любом месте, где бы ты ни был. Почему я выбрал именно 550 отжиманий? Это потому, что у меня только на это и хватало времени. И я не всегда выполнял их за одну тренировку. Обычно я делил на утро и вечер. Утром, как правило, старался сделать больше отжиманий, чтобы на вечер осталось меньше. Чтобы не пропустить ни одного дня, я решил сделать из этого видео. И каждый раз, когда я не успевал делать нужное количество отжиманий, я переносил это число на следующий день. Поэтому пропускать мне не хотелось вообще. Но все же были сложные дни. Вот как я выглядел в самом начале этого вызова. Кто-то скажет «Ха, дрыщ», а кто-то скажет «Ого, мне бы так подкачаться». Люди разные, я к этому привык. Как ты видишь, какие-то зачатки мышц у меня уже виднеются. Я всегда был худым, но это я еще похудал. И тебе, конечно же, интересно, сколько я вешу. Что было с чем сравнить, вначале я взвесился. Но это ты узнаешь в конце видео. Я всегда по возможности старался никому не говорить, сколько я вешу. Это всегда всех удивляло. И еще никто никогда, визуально меня оценивая, не угадал мой настоящий вес. Обычно мне дают 70-75 килограмм. Но это не так. Опустись сейчас в комментарии и напиши свой вариант, какой у меня вес. Интересно, сможет ли кто-то вообще угадать. Ну а в конце видео я открою этот секрет. Теперь, что у меня по питанию? В мой рацион входили следующие элементы. Клетчатка. Белки. Жиры. И, конечно же, углеводы. Отжимался я каждый день, где бы я ни был, в любую погоду и в любом месте. После первого дня была нехилая боль в мышцах, поэтому следующий день мне дался намного сложнее. Третий день тоже сопровождался болью. Четвертый также, но уже было намного легче. На седьмой день боль вообще ушла и не было никакого дискомфорта. Отжимания каждое утро пробуждали меня от сна и каждый вечер сопровождали меня в кровать. Как я уже и говорил, самым трудным здесь это было урвать время на тренировку. Иногда приходилось вставать пораньше, а иногда ложиться попозже. Пропускать было нельзя. Но все пошло по наклонной, когда я уехал в командировку. Это произошло на 18-й день. В
Конечно же, тогда я тоже не переставал тренироваться. Но теперь это было в 10 раз сложнее, так как я работал в ночные смены и спал всего там по 4-5 часов. Приспосабливался как только мог. Даже импровизировал с брусьями. Было, конечно, неудобно, но работаем с тем, что есть. Да, такие элементы я тоже иногда включал в свои тренировки, но в основном это были обычные отжимания. Иногда импровизировал схватами и шириной постановки рук. Но правило оставалось одно – не меньше 550 отжиманий в день. Так как я очень много работал и у меня практически не было времени на восстановление, то мне казалось это все бессмысленным, так как с питанием тут вообще беда. У меня пропала какая-либо система приемов пищи, и я кушал просто когда была такая возможность. Через некоторое время мне начали трястись руки, и меня колбасило как алкаша после пьянки. Поэтому я был на грани, чтобы все бросить. Было очень трудно, а люди, которые меня тогда окружали, вообще меня не понимали. Те люди вообще были далеки от моих взглядов и моих принципов. У них на уме было только выпить пивка после работы. Ни о какой высшей цели здесь речи идти не могло. Тогда было все против меня. Обстоятельства, люди, даже мой организм. Но в самый трудный момент я себе сказал: если ты сейчас бросишь, то ты навсегда останешься вот в этом окружении. Среди тех людей, которые сами ничего не достигли и говорят тебе, что у тебя ничего не получится. Среди людей, которые ненавидят то, где они сейчас, и винят вокруг всех, но не видят, что они сами виновны в том, где они оказались. Подумай, хочешь ли ты такой жизни? Спросил я себя тогда. И конечно же я ответил себе: нет. Я никогда такого не допущу. И сразу же принял упор лежа. Человек – это существо социальное, и ему постоянно хочется находиться в каком-то обществе. Попадая в новое общество, этот человек ищет себе новое окружение и новых друзей. Подружившись с кем-то, этот приятель ведет его в свою компанию. И как только человек попадает в эту компанию, ему хочется заслужить их уважение. И он начинает играть по их правилам. И если в этой компании все бухают, курят и матерятся, то человек непроизвольно начинает делать то же самое. Даже с пониманием того, что этого делать нельзя. Но когда он изо дня в день видит, что в их компании это нормально, это приветствуется, и слышит от остальных: «А, забей, зачем оно тебе? Пошли с нами, сейчас хорошо посидим», то очень быстро даже спортсмен, который забыл подумать своей головой, перенимает их всю, так сказать, философию. И жизнь его будет такая же, как и в его окружении. Итак, преодолевая все трудности, я дошел до 30-го дня. И вот что получилось. Вот мое первое взвешивание. Итого 58 килограмм. Почти 59. Тут даже я обалдел, я просто больше весил. И это только первый день. Остальные же дни вообще беда, как мне казалось, я должен похудать еще на килограмм 5. А это взвешивание после 30 дней. Ну что, какие будут ставки, господа? Итого 59 килограмм. Ё-моё, ты же набрал. Как так вообще? Ну а теперь смотрим, как изменилась форма. Как мы видим, мышцы стали объемнее,
и заметно рельефнее. Это, наверное, из-за того, что я спалил остаток жировых запасов за эти дни. Конечно же, такими темпами накачаться будет сложно. Но хочу раз и навсегда уточнить одну вещь. Для меня в тренировках самое главное — это функциональность моего тела. В первую очередь я рукопашник. По большей части мне нужна выносливость и скорость. Поэтому эстетика тела у меня на втором плане, но все же она должна быть. Также этот месяц я воспитывал в себе силу духа. Постоянно боролся с самим собой и с мыслями о том, чтобы не сдаться. Это учит меня доводить дела до конца. Казалось бы, это обычные отжимания, что здесь такого? Но когда ты выполняешь это изо дня в день, через силу, через усталость, через боль, и это воспитывает в тебе дисциплину. А это очень сильно приближает тебя к твоим мечтам и к твоим целям. 30-дневный вызов у меня закончен, но тренироваться я не перестану. Если тебе понравилось это видео, тогда обязательно подпишись, оставляй лайк, было проделано немерено работы. И еще, как насчет приседаний каждый день? Пиши в комментариях. Пока. We're not back in time, know what we're doing. Things are